Как не вынести сани, остаться культурным белорусиком? Тебя могут депортировать. А если их трое было, а я один? Я всех положил. Может быть превышение, к сожалению. И проиграл суд. Я могу вернуть свои деньги? Чьи деньги? Свои, которые я Это потратил мои деньги. на... В первой инстанции в этом деле мы заработали немножко, всего лишь 10 тысяч долларов. Фиктивные карты попыта. Меня могут выслать отсюда. Статья 264А Уголовного кодекса. Почему в этом городе столько много полицейских? Полиции в Варшаве слишком мало. Мы это вырежем. И меня останавливает без ознакомания полицейский, начинает просто с головы до ног просто меня обыскивать. Сегодня погранцы тебя вбивают в базу, проверяют, и тебя могут депортировать. Вон, все знают, вот тут есть улица, Бжеская, Мрашковская, Жабковская, Белостокская, ты можешь просто туда зайти, две роты там, белорусского ОМОНа, закрыть улицу и там всех зачистить. Из свидетеля подозреваемого один документ, это ваша жизнь. Одно неправильное движение, один неправильный документ. В общем, ребята, сегодня мы с вами будем общаться с дипломированным европейским адвокатом, польским адвокатом, юристом. Почему? Потому что в прошлом видео, насколько вы помните, я чуть не лишился прав. Кстати, это видео посмотрел уже 13 тысяч человек. И у меня возник обычно простой вопрос. А как же мне, иммигранту, простому иммигранту, как вы, как я, не попасть в этой чужой стране, в Польше, в большие, огромные проблемы? Потому что я, если честно, вот по правам такой всегда был, ничего не понимал. Поэтому Андрей, мне кажется, будет самым лучшим профессионалом, который сегодня ответит на ваши вопросы, прежде всего. И в конце этого видео кто-то из вас, кто все-таки не поленился, придумал, задал свои вопросы, которые вас действительно волнуют, выиграет бесплатную консультацию у юриста. Ну, еще мы с вами поговорим вообще о законе в Польше. Итак, прежде всего, сколько стоят твои услуги? Ну, я пошел, окей. Да, я перешлю фактуру, как мейл перешлю. Я просто уезжаю из страны. Скажи, пожалуйста, первый вопрос. Бесплатный адвокат, хороший адвокат? Может быть и хорошим, и плохим. В зависимости от того, зачем ему эти бесплатные государственные дела. Если это человек, который считает, что он имеет назначение быть адвокатом, и он берет эти дела для того, чтобы людям помогать, тогда это будет хороший адвокат. В прошлом году я был государственным адвокатом по делам уголовным, гражданским, психиатрии, несовершеннолетних и иностранцев. Однако я оставил себе психиатрию, то есть я представитель лиц, которых помещают в психиатрические учреждения без их согласия. Тогда сразу вопрос, ты как психиатр-адвокат, есть вообще вероятность, что я когда-нибудь вылечусь? Конечно. Я, насколько знаю, в наших странах вот тебе дают бесплатного адвоката, это сразу, короче, слушай, ну, согласись, будет по минималке. Тут такое работает или нет? Конечно, работает, но заканчивая предыдущее предложение, кроме психиатрии, я оставил себе представительство несовершеннолетних в уголовных делах, потому что детям нужно помогать. И иногда дети оказываются в ситуациях, в которых лучше никто бы из нас не оказался. Тем более, когда есть третье лицо в виде адвоката, всегда намного лучше для ребенка. И остался также в уголовных делах, так как считаю, что часто людям нужна помощь. И те ошибки, которые совершают в подготовительных производствах, судебных производствах, непростительны, и нужно, чтобы человек этим занимался. Бывает и такое, что адвокат скажет: ладно, согласись, все будет хорошо. Да, бывает, и чаще всего это единственный выход ситуации, когда ты знаешь, что количество доказательств против тебя намного больше, чем количество доводов, которые подтвердят твою невиновность. Если у нас есть слово против слова, тогда можно общаться. Но если у нас есть слово против слова, плюс видеозапись, плюс с телевышек взяли твой GPS, что ты катался под Хайнувку и возил сирийцев, к сожалению, здесь малая вероятность, что тебе поверят, что ты такой классный Uber, взял за 500 евро, просто отвез. То есть, насколько я понял, нельзя возить? Или вообще, зачем нужен адвокат, если ты точно знаешь, что не виноват? Для того, чтобы адвокат того человека не сделал ситуацию, в которой будет уменьшено его наказание, б, ты не получишь соответствующее возмещение за нанесенный моральный и материальный ущерб, и с, они подпишут сделку, на основании которой он, по сути, получит только штраф и выйдет, по сути, чистым в данной ситуации. А когда у тебя будет адвокат стороны потерпевшего, ты, во-первых, можешь поломать любую сделку, которая заключается с прокурором, любую сделку, которая заключается в присутствии прокурора и судьи, можешь добиться высшего наказания для данного преступника, можешь добиться высшего морального и материального ущерба. И, в-четвертых, это же интересно. Быть частным это, конечно, интересно. Немногие хотят из наших ребят в новой непонятной стране тратить на адвоката деньги. Тем более, что я посмотрел, сколько стоит твой час. И вопрос, кто мне возместит эти деньги? Никто. Если человек, если Никто. я выигрываю суд. Никто.
Это не гражданская процедура. Мы должны понять, что уголовная процедура не является типичной гражданской. В гражданской процедуре, конечно же, сторона, которая проигрывает, может полностью быть обязана вернуть все расходы, в том числе на представительство, по постановлению суда. В уголовном производстве ты, как представитель частного обвинителя, получаешь только исключительно ничего. Это очень интересно, и это дает большую мотивацию пользоваться адвокатским услугам. Но действительно, если ты пострадал, а если ты просто хочешь потратить время судей этой системы, то не имеет смысла, я считаю, в таком случае. Но всегда есть шанс такой, что до того момента, пока ты не уверен, что человек получил подозрение в совершении преступления, против человека ведется обвинительный акт, ты не знаешь на каком-то этапе. Из свидетеля подозреваемого один документ. Постановление о предоставлении подозрения в совершении преступления. Ну хорошо, окей, давай вот возвратимся к моему. Смотри, ты знаешь, что меня остановили за проезд на красный свет. Если бы я не согласился с этим правонарушением, шел в суд, было бы у меня какая-то вероятность доказать это и как-то... Возможно, если бы вовремя и быстро конфисковать CCTV, то есть государственный мониторинг дорог, либо частный мониторинг, если какой-то был, на котором будет видно, что ты не проехал на красный свет, только на зеленый, тогда да. Однако городской мониторинг Варшавы перезаписывается иногда спустя 3 дня, иногда спустя 30 дней. И полиция, если вовремя не конфискует его и не обеспечит производство данным мониторингом, по сути, потеряется. И ты не сможешь никак доказать свою невиновность в данной ситуации. Разве что у тебя есть свидетель. Разве что есть другой свидетель, который видел, что ты проезжал на зеленый. Тогда есть смысл привлечь данного свидетеля в судебном производстве с целью доказания твоей невиновности. А если бы, к примеру, я проиграл суд, сколько бы мне пришлось заплатить? Согласно наказанию по данному правонарушению. То есть плюс судебные сборы. А судебный сбор? Рассчитывается на основании закона. Это небольшая сумма при правонарушениях типа проступков. Не могу сказать точно, но это порядка 200, 300, 400. То есть податься есть смысл? Конечно, есть смысл. Если ты уверен в своей правоте, у тебя есть возможность это доказать, хоть какая-нибудь, посредними доказательствами, непосредственными доказательствами, тогда, конечно же, есть смысл. Но если у нас ситуация, в которой мы в селе, нету видеомониторинга, полицейский нас хлопнул после красного света. У меня нету видеорегистратора. Нет, был, допустим, желто-красный, да? И он увидел красный, ты желтый. И в данной ситуации у тебя будет слово против слова. Только один маленький нюанс. Ты иностранец, а он обязанный на основании закона. Он является полицейским. Соответственно, полицейский выполняет государственную должность. Он отвечает по статьям лжесвидетельства не намного больше, чем ты, и по другим дисциплинарным статьям. Поэтому ему, по сути, в судах верят. То есть та же самая тема, что и в нашей стране. Вот если, допустим, тебя побьют 4 полицейских, и все скажут, что он сам первый начал, мы его просто пытались сломать, он падал, убивался об стенку, не будет видеодоказательств, не будет других противоречий. К сожалению, в суде будет очень тяжело. Разве что получится с помощью твоего адвоката, либо самостоятельно на даче показаний всех этих свидетелей немножко размотать. То есть подцепляться за слова, найти неточности и так далее. В основном полицейские, когда дают показания, они говорят так: не помню, у меня таких дел очень много. Возможно, помню, согласно протоколу отвечают, повторяют все то же самое, что было в подготовительном производстве. Все ненужное мы будем вырезать, то есть ты не волнуйся. То есть, если меня вырежь просто себя. Если... Ставь мантию себя. Я был адвокат, он сказал, дорого стоит, я сфоткал и ушел. Почему в этом городе, мы говорим про Варшаву, столько много полицейских? Я из страны, где самое большое количество милиции на душу населения. Но когда я приехал сюда, я просто был в шоке. Они просто на каждом шагу. Иногда я прикалывался раз в 3 часа ночи ты едешь, и на всех перекрестках стоят вот либо страж miejский, либо полиция. Плюс еще едут какие-то ребята на каких-то корчах неознакомленные, да, которые тебя могут за любую проступок сделать. Почему? Что вообще происходит? Это полицейская страна? Я считаю, что полиции в Варшаве слишком мало. Я считаю, что полицию в Варшаве нужно увеличить в 2-3 раза, потому что количество правонарушений, которые осуществляются каждый день, как и обычной простой уголовки типа кражи, так и мошенничества, так и разбои, так и правонарушения обычные с кодекса про правонарушения дорожное, слишком много. Они не вырабатывают нормы, они не вырабатываются своими собственными силами. У них каждый день задержали, каждый день действия, каждый день кто-то разыскивается в Интерполе, а если у тебя человек, который ты проверяешь документы, он в Интерполе, 10 часов работы. Оформи, в суд отвези, туда отвези, и в полицейский вместе с другом вынут на целый день. Поэтому полиции много, но недостаточно, потому что очень много происходит в этом прекрасном городе. И чем больше я в этом сижу, тем больше я убеждаюсь, что полиции здесь недостаточно. Особенно, когда я общаюсь с полицейскими прокурорами.
Слушай, ну это на самом деле бред. Вот по-моему, почему? Потому что я вчера видел, вот был сам очевидцем на корче для домохозяек. Ехали два неознакомленных, но я уже просто их чувствую. И они, видно. да, они заехали, ну такие кабаны сидят. Они заехали, получается, и сразу схватили каких-то двух парней и начали сразу им светить фонариком в глаза. По всей видимости, это были торгаши чаем, чайные пьяницы. И для меня вот возникает вопрос. Какой смысл этим заниматься, если вон все знают, вот тут есть улица Бжеская, Моршковская, Жабковская, Белостокская, ты можешь просто туда зайти и просто навести сразу порядок. Ну, даже вот туда две роты там, белорусского ОМОНа, закрыть улицу и там всех зачистят. Правда, и нормальных людей зачистят, но тем не менее. Почему они не могут, если они действительно начали заниматься этим вопросом, решить этот вопрос? Они же всегда занимаются этим вопросом. Слава богу, белорусский ОМОН подсылает нам сирийцев, поэтому у меня есть работа. Вы их привозите, идете сидеть, я вами занимаюсь. Поэтому белорусского ОМОНа здесь нету. Однако мы не знаем, какие тайно оперативно-розыскные работы находятся за этим светением фонариком в глаза. Возможно, это чей-то крот. Может, это спецслужбы какие-то. Может быть, еще что-то. Есть же и шпионы и так далее. Возможно, это Бжеская существует для того, чтобы кому-то помогать работать. Фильтровать. Возможно. Мы не знаем этого всего. Мы маленькие люди. Мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Ответы на глобальные вопросы это вышестоящее руководство может Ну просто вот еще такой вопрос интересный. Вот сколько раз меня в этой стране, я еду на такси, у меня Шкода Фабия или там, не знаю, обычный польский обычный автомобиль, и меня останавливает без ознакомания полицейский, либо обычный полицейский, и начинает просто с головы до ног просто меня обыскивать по всем карманам, во все бардачки. Скажи, пожалуйста, в этой стране, потому что в моей стране даже этого нет, в этой стране это законно? Это же должен быть составлен акт досмотра, акт, ну там, продувает меня, какие-то палки в рот суют. Непонятно, это законно вообще? Если есть подозрение в совершении преступления, можно любого человека, во-первых, задержать на 48 часов, а во-вторых, провести необходимые действия, так как и поверхностный осмотр, осмотр автомобиля, так и обыск. С протокола обыска, значит, с обыска должен быть протокол составлен. Если протокол не составлен, а тебя задержали и держали тебя 2 часа, обыскивали, даже если ты не получил протокола задержания, ты имеешь право подать в течение 7 дней жалобу в суд районный, согласно месту происшествия, с целью проверки законности задержания, правильности задержания и легальности задержания. И тогда суд вызовет полицейских на дачу показания, попросит их записные книжки, потому что каждое действие полицейского заносится в книжку. У них свои такие маленькие книжечки есть, которые потом копии они высылают в суд. И суд узнает, почему они это сделали и на каком основании. Возможно, ничем это не закончится, а возможно, ты заработаешь 1000 злотых и выйдешь даже крутым чуваком. О, то есть можно еще на этом заработать денег. Любое незаконное задержание, даже на 1 час, является, во-первых, нарушением твоих личностных прав, а во-вторых, на основании Уголовно-процессуального кодекса нужно получить возмещение. То есть в этой стране это можно сделать? Конечно. Просто в нашей стране я просто... Я обожаю такие дела. У меня... Брат, значит мы с тобой сработаемся. Отличный бизнес. У меня есть клиент, который является гражданином Нигерии. Он приехал сюда в Польшу после войны, потому что он с женой 6 лет в Украине был, на ПМЖ. И он просто сидел, ждал клиента, Uber, он фирму свою создал. Как вы, ребята, работаете? Приехало к нему 2 полицейских, посмотрели документы, он показал, у меня ДПЛ. Он подумал, да какая ДПЛ, ты с Нигерии, домой, депорт, ты нелегал. Задержали его и в Кутузку. А человек находился законно, легально, паспорт легально, водительское удостоверение польское. И всем было без разницы, потому что цвет кожи данного человека свидетельствовал о том, что он может быть нелегалом. Что я делаю? Получаю от жены доверенность, как от третьего лица, потому что каждое третье лицо может предоставить доверенность для того, чтобы защищать другое лицо. С этим всем поехал в полицейский участок, подал ходатайство о срочном освобождении данного задержанного, подал ходатайство касательно документов, которые у него есть, подал ходатайство о доступе к клиенту, связь с клиентом, и спустя час его выпустили. Однако клиент сидел 6,5 часов. И что показывает практика? В первой инстанции в этом деле мы заработали немножко, всего лишь 10 000 злотых за 6 часов пребывания. Однако сейчас и длится апелляционное производство, подали апелляцию и полицейские, и казначейство, и мы, потому что я хочу для него больше. Нельзя просто так задерживать чернокожих, потому что они чернокожие. Нельзя просто так задержать белоруса, потому что он белорус. Мы все здесь на равных правах. Потому что действительно, когда тебя останавливают, просто они понимают, что тебе могут подкинуть. Вообще непонятно, кто это. Они же на таких корчах ездят вообще. Если раньше можно было сказать, вот тебя тормозит там 3-я BMW, вот тебя тормозит какая-нибудь Kia, вот тебя тормозит Hyundai. И сейчас они начали ездить. Вон, я видел недавно Volvo какую-то, еле разваливающуюся.
по поводу, кстати, вот этой красной книги. Я помню, когда первый раз вообще пришел в твой офис, я тебе задал вопрос, и ты сразу открыл, вот это удивительно, как Библию просто, сразу открыл нужную страницу. У меня сразу вопрос, как выучить все законы? Никак. Ты их не выучишь на память. Ты можешь знать, где находится примерно нарушение, какой части кодекса уголовного. Там же еще есть части общая, специальная, миллион вещей. Учеба на факультете права позволяет тебе понять, где что находится. Но ты ничего не учишь наизусть, потому что даже если ты выучишь наизусть, ты забудешь. Кстати, вот если все люди будут знать законы и жить по законам, то работы у юриста не будет? Конечно, будет. Не все люди хотят заниматься личными делами самостоятельно. Некоторым проще кому-то заплатить, чтобы ими делами заняться. Если мы говорим не только про уголовные дела. Мы же ведем еще хозяйственные споры, представляем заявителей в административных производствах. То есть ты занимаешься уголовным, административным? Самые главные два направления – это административно и уголовное. Но в связи с тем, что в моей команде работают адвокаты, которые работали также в гражданских правовых отношениях и гражданских производствах, я также при этом занимался в прошлой конторе гражданскими производствами. У нас есть опыт и знания для того, чтобы вести производство по, например, взысканию долгов. О, это, то есть ты сам приходишь, звонишь в дверь? Не, это коллектор, это нелегальная работа. Мы занимаемся исключительно бумажной работой. Ага. Стучат в дверь к нему тогда, когда уже будет решение суда, и исполнительная служба придет забирать твой чайник за 20 злотых. Ну это никогда, я понял. И присяжные дела ты тоже ведешь, да? Присяжные? Или тут нету такого? Суд присяжных? Нет суда присяжных в Польше. В Польше нет? Нет такого. То есть не собираются 10 домохозяек, ну посмотрите на Нет, лицо, это же ребенок. Суд единолично рассматривается в виде одного судьи. А просто ли выиграть суд, если нет юриста рядом? Ну, выучить законы как-то по интернету. И да, и нет. Если бы все опиралось только на законах, тогда, может, было бы проще. У нас же еще, кроме этого, есть интерпретация законов, доктрина, всякие нюансы. Достаточно, будучи потерпевшим в твоей ситуации, на первом заседании не подать заявление о том, что ты будешь участвовать как частный обвинитель. И ты теряешь все свои права как стороны, ты не можешь поломать сделки, то есть сказать, нет, ребята, я на это не соглашаюсь, я хочу 2000 злотых вместо 1000. Ты будешь только свидетелем. Потерпевшим. Но если ты на первом заседании подашь заявление, что я хочу быть частным обвинителем, тогда ты принимаешь права стороны, имеешь право подавать апелляцию, имеешь право не соглашаться на судебные сделки с подозреваемым. Поэтому знание законов идеально поможет, но важна также практика, а ты ее не получишь по-другому, и знание интерпретации законов, и интерперсональные качества. То есть важно уметь общаться с людьми. Не каждый умеет общаться с людьми. В данной ситуации еще и на польском языке. Тем более, не забываем про то, что незнание польского языка часто приводит к тому, что мы неправильно что-то понимаем, либо люди нас неправильно понимают. Ага. А как ты выучил польский язык? Как так получилось, что ты общаешься на польском языке лучше, чем на русском и украинском? Можемо вільно говорити українською мовою, можемо говорити по-польську, or we can speak English. Мы также знаем турецкий, мы знаем азербайджанский чуть-чуть. Нет, ну ты понимаешь, я, будучи 2 года учивший английский язык и просто оставшись на уровне там А2, да, к примеру, я просто в шоке, потому что я просто слышал, как Андрей общается на польском языке, и это просто суть. Даже просто польский язык выучить, это уже сколько нужно времени потратить. А еще и полякам, еще и в судебной официальной системе на польском языке что-то доказывать права поляков. Это просто. Ну, это наша страна, мы должны знать язык страны, в которой мы живем. Другого выбора у нас нет. Ну, я wszystko rozumiem, але не могу поверить. Ну, муси пан. Окей, а если вот я, к примеру, нанял тебя и проигрываю суд, и проиграл суд, я могу вернуть свои деньги? Чьи деньги? Свои, которые я Это потратил мои деньги. на адвоката. Это мои деньги. Так, а ты берешься за это дело, точно понимая, что оно проигрышное? Всегда говорю, если я вижу, что дело не имеет смысла и проигрышное, я ему рассказываю, какие могут быть варианты, какой может быть процент. Но если клиент говорит, да, я понимаю, да, идем в это, тогда, видимо, у клиента другой интерес, которым я не знаю. Иногда я веду уголовное производство только с одной целью – растянуть дело максимально долго. Потому что у человека может быть в процессе получения гражданства, у человека может быть в процессе получения разрешительных документов, человек может пытаться получить визу в Канаду, и судимость ему не нужна. А иногда человек просто не хочет быть судимым на данный момент и внесенным в список СИС, то есть список иностранцев, пребывание которых является нежелаемым на территории Польши на данный момент. Через год, пожалуйста, делайте, что хотите, но сейчас я этого не хочу. А иногда некоторые дела производятся очень быстро. Задержание сегодня, подозрение в совершении преступления, 2 месяца на подготовку материалов, обвинительный акт. Через 3 месяца отправляется обвинительный акт, суд выдает решение в упрощенной форме спустя месяц, спустя 7 дней он вступает в силу, все, ты судим.
То есть через 4 месяца у тебя появляется судимость в Национальном уголовном реестре, ты вносишься в список СИС иностранцев, которых пребывание является невозможно на территории Польши, тебя могут депортнуть. Ты не можешь не получить справки о несудимости, чисто все, ты заблокирован уже частично. Поэтому некоторым людям важно дело растянуть. Сколько вот у тебя опыт работы в юриспруденции? С 2017 года. Вот с 2017 года, как ты видишь, законы ужесточаются, право улучшается, становится работать проще и вообще жить человеку проще. Ну, такой сложный вопрос, но... Я бы сказал, это больше политический вопрос, потому что изменения в законодательстве непосредственно связаны с существующей предыдущей властью, которая принимает решения на основании внутренних убеждений. Не всегда эти убеждения согласны с тем, что ожидает общество от власти. Работать стало ли труднее и сложнее? Я считаю, нет. Эта работа всегда была сложной, всегда была трудной, вне зависимости от изменений закона. В чем различие белорусских законов и польских, я прекрасно понимаю, потому что там вот количество, я смотрел статистику, количество обвинительных приговоров там в районе 99% и там где, там может быть только сын начальника какого-нибудь УВД, ГУВД там выйдет как-то там на условно-досрочно, да? А как в Польше? Все-таки тут как-то независимо, тут проще, есть какая-то статистика? Статистика является публично доступной, либо может каждый человек попросить предоставить количество выданных решений по запросу о доступе к публичной информации. Но я понимаю, к чему ты ведешь. Возможно ли в Польше получить решение суда, которое снимает с тебя обвинение? Да. Возможно ли получить постановление прокурора, который закрывает дело в связи с отсутствием доказательств на твою вину? Да. Возможно ли выйти на условно-досрочно? Да. Возможно ли получить этот браслет, который позволяет тебе не сидеть в тюрьме, а носить его на ножке и ходить на работу? Собачий браслет? Да. Не собачий, а электронный браслет дозора. Поэтому система здесь, я считаю, работает. Да, часто бывают нарушения, да, часто судьи выдают под копирку, если говорим про уголовку. Да, часто бывает так, что не верят тебе, потому что не понравился. Так иногда я чувствую просто. Часто бывают ситуации, в которых бывает несправедливость, но в целом система работает и можно добиваться своего. Хотя бы есть для этого инструменты, хотя бы есть возможность жаловаться. Нет ситуаций, в которых ты просто закрылся и тебе некуда пойти. Ты не знаешь, что сделать, чтобы куда-то пробиться. Нет, ты всегда можешь написать выше, дальше, больше, подать жалобу на бездействие прокурора, прийти еще раз к прокурору, поговорить еще раз с ним. Есть варианты. Хорошо, ты растягиваешь дела, если это надо. Если надо. Если это выгодно твоему клиенту. Да. Сколько ты сейчас ведешь дел? 270 где-то. Юрий, не поверят, наверное. Как можно вообще вести 270 дел? Ты вообще когда-нибудь... Вот у нас таблица Excel, я думаю, да, мы можем увидеть. 279 циферка. Ну, пара пробелов есть, поэтому плюс-минус 270 дел. Тогда сразу вопрос, ты когда-нибудь спишь? Да, ночью. Но, насколько я помню, ты говорил, что ты иногда ночью выезжал на задержание. В общем, я что-то перехотел уже идти в юриспруденцию, если честно, потому что это очень сложная работа и, наверное, иногда даже не можешь поспать, хорошо отдохнуть, пойти в отпуск. Я обожаю свою работу, иначе я бы не работал. Люблю ее всем своим сердцем, иначе я бы не смог ничего этого делать, терпеть людей, терпеть суды, терпеть решений, общаться с людьми. Я ее обожаю и люблю всем своим сердцем. Только так, поэтому я имею клиентов, которые мне доверяют, я им доверяю, поэтому люди приходят, общаемся. Часто бывает такое, что мне звонят люди, я спрашиваю, нет, подожди, я не хочу консультации, может мы не будем терять время друг с другом. Расскажи мне, пожалуйста, в чем суть. Он рассказывает, в чем суть, я ему говорю, что будет, и говорю, если надо, могу тебе помочь. Не надо, займись сам, у тебя все получится. Хорошо, тогда сразу, что бесит больше всего в работе? В работе? Отсутствие доверия. Со стороны государства? Со стороны государства всегда отсутствие доверия, ты же адвокат, тяжело пробиться так или иначе. Со стороны клиента, особенно белорусов, они не любят доверять. Они хотят все проверить, достеменно знать, что, куда и как. Потому что они считают, что Польша это последняя страна. Они считают, что каждый их обманывает просто, и все. Ну, тут есть один маленький нюанс. Если ты не доверяешь адвокату, и адвокат не доверяет тебе, а у адвоката есть полное право расторгнуть доверенность с тобой, выдать все документы, которые он твоим не получил, и больше тебя не представляет. Слушай, вот, к примеру, не просто так заданный вопрос. Если ты приехал в Польшу, ты пообщался с людьми, тебе посоветовали большое количество людей, это делает карту побыта, это делает права, это делает это, тебя просто просто все, ты попал в большие проблемы, после этого ты приходишь к адвокату, и это естественное понятие, что у тебя последнее пристанище, просто это вот человек, который может тебя просто вытянуть из просто
из дна. Да, естественно, есть какое-то недоверие. Тогда сразу вопрос, а чем грозит вот эти карты побыту? Тебе ее выдают, и потом ты сталкиваешься с очень большими проблемами. Ты говоришь про то, что получил разрешение на проживание с целью выполнения работы на работодателя, на который никогда не работал, используешь данное разрешение, хотя должно быть оно отменено. Да. Правильно? Фиктивные карты побыта. Статья 264А Уголовного кодекса, это, конечно же, грозит тому лицу, которое его использует, который предоставляет тебе карту. То есть от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы, если кто-то тебе сказал, я тебе сделаю карту побыта. Ага. А ты будешь идти как соучастник по этому делу. Ага. Если пройтись по всем нюансам, первое, что тебе грозит задержание, второе, отмена разрешения на проживание с целью получения работы, депорт при указе и уголовка. Потому что ты незаконно используешь документы. Хорошо, если, к примеру, вот организация, которая делала рога и копыта, развалилась, к примеру, вот, так как ты сделала карту, рабочую карту побыта, ты обязан поменять работу. Прежде всего, в течение 15 рабочих дней, согласно статье 113 закона про иностранцев, ты обязан известить отдел по делам иностранцев воеводы, который выдал это разрешение, о том, что ты перестал работать. Это первое твое обязательство. И тогда в случае твоего задержания, проверки, где ты работаешь, ты сейчас ищу работу, подал заявку, вот тут известил, все, отстаньте от меня. Но другое дело, когда ты это не делаешь. Окей, хорошо. Чаще всего люди не подают, чаще всего люди остаются практически до конца или до конца действия своей карты побыту. Они, возможно, не платят налоги. Что происходит потом? С практики во время проверки документов, либо во время пересечения границы внешней Шенген, таким людям просто дают депорты. Ага. Потому что достаточно тебя пойти провести на вторую линию проверки пограничной службы, к тебе задают вопрос, где работаешь, как работаешь, кем работаешь, какая твоя заработная плата. Не работаю, вот ищу работу, не могу найти. И уже есть основания для того, чтобы тебе дать решение об обязательстве покинуть территорию Польши вместе с запретом на въезд. Скажи, пожалуйста, когда тебя взяли отпечатки, тебя приглашили в УЖОН, тебя взяли отпечатки, тебе поставили красную печать в твой паспорт, это является легальным нахождением? Согласно статье 108 закона про иностранцев, иностранец находится в Польше законно от дня подачи заявлений до дня выдачи решения, которое будет окончательным. Что это означает? Что когда я уже подал заявление на приемную документов, либо отправил почтой, уже с того момента я нахожусь законно, аж до момента, когда я не дополню базовые документы. Базовые документы, то есть это отпечатки пальцев, предоставить паспорт, фотография, оплата, правильно заполненное заявление и другие документы. Когда тебя уже вызывают отпечатки пальцев, то есть требуют, чтобы ты явился в течение 7 дней, ты верно предоставишь все документы, то получаешь красную печать, которая подтверждает подачу заявки. Но без красной печати тоже будешь законным. Не забываем про это. И после этого ты законно все время ждешь выдачи решения. Просто можно иметь 4 красные печати и быть нелегалом. Как? Подал заявку, подал все документы, получил красную печать, получил отказ, не подал апелляцию. И что с тобой происходит? Что тебе дает красная печать? Ты нелегал. Скажи, меня вот, если, к примеру, в моей стране война, если в моей стране там репрессии, меня могут выслать отсюда, депортировать? При выдаче решения о обязательстве покинуть территорию Польши пограничная служба обязана исследовать все причины невыдачи данного решения про депорт, в том числе гуманитарные причины, в том числе причины, которые являются основанием для выдачи международной защиты, то есть преследует тебя кто-то в стране происхождения, если там уголовное производство, являешься ли ты лицом преследуемым по этническим, религиозным, социальным и другим причинам. Поэтому если у тебя в стране война, то опять-таки война. Что такое война в стране? Банды. Банды. Говорим про бандитизм, да, вот допустим в Россию. Но если ты гражданин России и у тебя нету никаких либо личных против тебя документов, подтверждающих, что ты там являешься лицом, оппозиционером, у которого там уголовки заведены, у тебя есть на это подтверждение, фото, видео, аудиофиксация, тебя депортируют. На самих твоих словах ты можешь просидеть. Во сколько с утра приходит обычно забирать? Как тебя задержат, так тебя и депортируют. Тебя просто посадят в лагерь на 3 месяца и вывезут потом. А во сколько обычно готовится к задержанию? 6:03. В 6:03 03 приходит обычно? Ну да. Что нужно либо вечером. При себе нужно иметь минимальный пакет: носки, трусы, зубная паста. Если 100% кеды без шнуровок. Зачем защищать убийцу? Потому что убийца должен получить по заслугам, согласно
Кодексу уголовному. Кодекс уголовный рассматривает также другие факторы назначения наказания. Можно получить такой срок, а можно и меньше получить. Зачем защищать убийцу? Для убийцы или для общества? Этот вопрос тоже. Если Но для убийцы... если ты знаешь, что он убийца, зачем его защищать? Он же виноват. Да, но за убийство же у нас же не предназначена одна конкретная цифра, правильно? У нас Ага. тоже вилки есть, там, от и до. Соответственно, убийца может получить меньше. Вопрос, убийца ли он? Мгм. Почему у судей и у адвокатов такие дурацкие мантии? Такой закон. А ты обязан быть в этом платье? Я обязан иметь мантию всегда, когда я перед судом и перед трибуналом. То есть каждый раз ты одеваешь вот эту мантию Обязательно. и идешь Я не могу в ней нигде ходить. Я не могу в ней ходить в туалет, ходить по улице. Это в только- ресторан не можешь. В ресторан не могу. По сути, в идеальном значении я должен ее одевать, входя уже на Ага. судебный зал. Тебе надоело своим знакомым, друзьям, близким оказывать бесплатные услуги? Ты знаешь, у меня нет друзей. У меня нет времени на них. А все мои близкие находятся в отдаленных местах и не желают приезжать в Польшу. Я просто знаю, что тут в этой стране, если ты дашь людям возможность тебе бесплатно задавать вопросы, просто у тебя телефон будет красный постоянно. Это неправда, ну так красно. Если сейчас посмотрим список моих приходящих и исходящих за последние дни, то каждый день это среднее количество порядка 60-70 звонков. Я себя чувствую как инфолиния иногда, которые звонят, потому что с разных мест звонки, я тоже звоню и так далее. Но да, предоставляем ли мы бесплатную помощь? Да. В четверг у меня была девочка, у которой я проходил курс спасателя, потому что я являюсь квалифицированным спасателем. Вау. И она является происхождением белорусского, и ей необходимо было заключить брак со своим будущим супругом, в связи с тем, что она является лицом, которое разыскивается на территории Беларуси, плюс она спасатель, я ей решил помочь. Ага. И я не беру за это денег. В том числе мы ведем государственные дела, которые считаю, что необходимо их вести. И если есть ситуация, в которой человек действительно требуется ему помощь, я знаю его финансовое состояние, и он просит, то иногда... То есть это порыв души. Можно так сказать. Окей, тогда сразу самое интересное дело, которое было в твоей практике. Шпионаж. Хорошо, самое сложное дело, которое было. Все дела сложные, я считаю. Нет простого либо сложного дела. Ну, прямо дело, которое, может быть, ты помнишь, когда ты просто понимал, что ты горишь, ты просто там вытягиваешь просто это дело или там клиента своего просто с преисподней. Сложное дело – это дело, в котором у тебя, например, административка – это нелегал, Мгм. поэтому тебе очень важно, что, во-первых, пока ты пытаешься узаконить пребывание человека на основании закона, чтобы его не депортнули, а если его задержат, еще борешься параллельно с депортом, у тебя 3 линии, тут ты пытаешься до них заключить брак, тут ты пытаешься получить ему ВМЖ, тут его при шоуказе, опять-таки, задержали, и ты борешься с депортом, чтобы его принудительно депортировали. Это сложное дело. Потому что у тебя 4 производства на одного человека, каждый от каждого зависит, везде условности, везде человеческие факторы, плюс у тебя там клиент на ушах и так далее постоянно. И второй тип самых сложных дел – это дела про СИЗО. То есть, когда применяется мера пресечения в виде содержания под арестом, это всегда сложное дело. Это семья, которая с тобой постоянно в контакте, это плачущие мамы, плачущие жены, плачущие дети. Это бесконечный контакт с людьми прежде всего и борьба за то, чтобы человека вытянуть с меры пресечения на другие неизолятивные меры пресечения. То есть с тюрьмы на дозор полиции, с тюрьмы на залоговую стоимость и так далее. Самая жесть, которую ты видел в своей практике. Трупы. То есть ты приезжаешь и видишь тут. Ну, бывает же ситуация. Окей. А юристы... Хотя мне трупы это прикольно, я не знаю, жесть или нет. Не записывай. Сразу видно профессионал. Во-первых, первое – это ведро кофе, когда я сюда пришел. Второе – это трупы. Если вы это слышите от адвоката, значит, это классный адвокат. Да, кстати, кто самый крутой адвокат? Я считаю, это субъективное понятие. Возможно, есть какие-то рейтинги, но у меня невозможно мне дать оценку этому. А как выбрать адвоката? Что нужно прежде всего? Ты приходишь в адвокатскую контору? Хороший вопрос. Этот вопрос мне очень понравился. Кто его задал? Возможно, Олесь Гроднев. А может быть, кто-то из наших подписчиков? Возможно. Что бы я делал, будучи вот таким Яном Кувальским, либо Олесем Гродневым, что бы я думал? Я бы, во-первых, прочитал про этого адвоката. Все, что возможно прочитать. После этого пошел бы к нему на консультацию. А потом нашел бы еще одного адвоката и еще одного адвоката. И только после... И пока ты их ищешь, уже у тебя одна рука в наручниках. Вот так вот залом. Надо оперативно действовать. Надо оперативно. Я не подумаю, что ладно, дали мне сегодня подозрение в совершении преступления, подожду, посмотрю, что они сделают. Нет, ищи. Плохо хуже не будет. Итак, от момента предоставления доверенности адвокату до момента, когда адвокат получит доступ к материалам дела,
Проходит еще неделя, бывает 2 дня, бывает 2 недели, потому что материалы дела могут быть, допустим, в окружной прокуратуре в другой области, возвращаются, допустим, только. Поэтому нужно действовать уже сразу. Когда тебя полицейский останавливает, человек потом жалеет, то, что с тобой связался? Нет, я всегда культурно себя веду. Это их работа. Когда я ездил в 2021 году в сторону Хайновки, это там, близко к интересной границе, я съездил с СИЗО в прокуратуру, с прокуратуры в полицию, потом опять в СИЗО. Ну, потому что нужно было сначала узнать, что он там находится, потом получить разрешение на свидание с ним, поехать в полицию, забрать его жену, отвезти. То меня задержали 5 раз на осмотр автомобиля. Потому что тогда очень много было нелегальных перевозок. И я ни в коем случае не терял времени на какие-то распри, потому что я знал, что они не переходили особо свои границы. Но если бы начали меня там еще обыск личности, еще что-то, ну тогда бы я потребовал все по закону. Вызов представителя окружной палаты адвокатов с Белостока, протоколирование, ЕСПЧ, жалоба, потерял бы свои 3 часа времени, занялся бы этим. Но, честно говоря, не было ситуации. Я просто немножко был в шоке. Дело в том, что когда я обратился к Андрею, я вообще не думал, что мне вообще понадобится адвокат. Если честно, в этой стране я никогда, ни в своей стране, ни тут не нарушал законы. Я даже практически никогда не ходил на встречу там с каким-то следователем. Но когда мне пришло письмо явиться в полицию, это видео уже вышло про узбеков, когда они сделали ДТП и скрылись с места ДТП, а машина была на меня оформлена. То когда я тебе его переслал, и ты увидел фамилию следователя, ты сразу сказал, ну это этот по этим делам. Все, и я сразу понял, что если я с тобой пойду в суд, то в принципе мне абсолютно, ну как бы я защищен, я хотя бы точно знаю, что на польском языке человек сможет мне перевести, пообщаться со следователем, поэтому твой контакт всегда в телефонной книжке лучше всего держать, потому что для меня было удивительно, что я вообще попал в такую проблему. И хорошо, что твой контакт был у меня, понимаешь? Важный нюанс, контакт не только держать в телефонной книжке, а помнить его наизусть, потому что во время задержания у тебя забирают все, но у тебя есть право одного звонка на номер телефона. Я сделаю татуировку, хорошо? Татуировку не обязательно, хенна сделаешь. Потому что у тебя же забирают все телефоны, ничего у тебя нету, и дают, позвони кому-нибудь. Дайте мне телефон, я посмотрю. Да нет, телефон тебе давать не будем, он у нас конфискован, протокол уже лежит. И что? Звонишь? Кому? Маме. 112. Я полиция забрала. Да, убивает. Сами судебные вот эти действия, разбирательства, они происходят как в кино? Смотря какое кино мы смотрим. Обыски, да, наверное, происходят как в кино. Фактически выворачивают всю квартиру, выламывают и так далее. Никто не занимается таким. Дача показаний иногда происходит как в кино. Есть ситуации, в которых ты можешь сидеть на даче показаний 2 дня, вы там курите, еду вам заказывают, как иначе можно общаться с человеком. А суд выглядит как в кино? Да, иногда выглядит как в кино. То есть тебе надо вставать, говорить, господа, судьи, присяжные, я там это, и начинаешь. Участие в заседаниях очень важно, потому что это, по сути, твой единственный шанс обратить внимание на что. Если тебя вызывают в суд, ты понимаешь, что дело в целом проигрышное, но там есть пара крючков, на которые никто не обратил внимания, приди и расскажи про это. У нас есть дела, в которых подаем жалобы на отказы в получении ПМЖ, потому что орган... То есть ты тоже занимаешься ведением этих дел? Да, потому что, когда дело заканчивается в административном производстве, нужно идти в суд, то посредники уже ничего не сделают, они же все вот такие, правильно? Смотри, ты получил первую карту по работе. Что нужно сделать для того, чтобы получить ПМЖ и гражданство в этой стране? Сколько Нет времени? понятия ПМЖ. Я видел некоторых посредников, которые используют понятие ПМЖ. ПМЖ – это постоянное место жительства. Такое понятие в Польше плюс-минус существует. Есть замельдование на подставы, но это просто постоянная прописка. В Польше из долгосрочных, самых популярных, это есть долгосрочный резидент Европейского Союза на территории Польши, который выдается на бессрочный период, а сама карточка действительно 5 лет. И разрешение на постоянное пребывание, которое выдается на бессрочный период, но карточка на 10 лет. Если мы говорим про простого иностранца, без польского происхождения, без жены польки, либо других таких особых обстоятельств, то иностранец, который получил ВМЖ на 3 года, то есть разрешение на проживание с целью выполнения работы, потом должен получить еще одно разрешение на проживание с целью выполнения работы. А потом еще одно, и потом уже пенсия. Нет. После 5 лет пребывания в Польше он может подавать заявку на получение долгосрочного резидента Европейского Союза при условии, что он имеет регулярный источник дохода, пребывал на территории Польши. Надо платить налоги?
Будет на это смотреть? Он не платит налоги. Если он работает на компанию, то компания за него платит налоги. А то, о чем ты говоришь, это является фиктивным трудоустройством. Когда человек приходит к компании, компания с ним договаривается, Ага. они его трудоустраивают, говорят, на, иди плати налоги, ты у нас типа работаешь. Хорошо, но он получил вот это, ну, как бы проживание. Сколько времени должно, грубо говоря, от ВМЖ до ПМЖ? Ну, как это люди? 5 лет. 5 лет? Простыми словами, тебе нужно быть 5 лет в Польше, на ВМЖ, иметь регулярный источник дохода, сертификат B1 либо другой документ подтверждающий, и подаешься на резидента. Ну, Дальше и дальше. А дальше что? Плюс 3 годика, и ты получаешь гражданство. Паспорт? Гражданство. И за Байден? Паспорт – это походное от гражданства, не забывай. Так же самое и карта побыту. Ага. Это не является основанием для пребывания. И то есть, Основанием когда- является само решение. Хорошо, и когда я получил гражданство, я уже за Байдена могу голосовать, да? Можешь, только с польского банка. Да, но и, соответственно, в Америку я тоже могу поехать как поляк. Конечно. И работать, и Конечно. жить. И ты занимаешься этим вопросом. Каким? Ведением человека, правильным ведением человека по гражданству, если человек хочет получить гражданство и Конечно. хочет тут. Ага, это очень интересно. Административное производство, извиняюсь, перебью. Это то, чем мы Потому занимаемся. что, как вы помните, я пытался попасть в Америку через Мексику, а можно это сделать абсолютно легальным путем. Спустя 10 лет. Но мне уже будет 18. Хорошо. Хорошо. И небольшой блиц. Когда вопросов очень много, да, но чтобы сэкономить наше время, небольшой блиц. Кем ты работал до адвоката? Тут. Работал в банке. А до этого? Курьер МПшно, настройки, плитки, DPD. То есть, если у тебя не будет хватать денег, то ты запросто сядешь и Глоба, Болт. Да, голову болт и поехали. Хорошо. Сколько может зарабатывать адвокат? Это все от него зависит. А в Польше адвокаты могут ездить на Порше? Могут. Каждый может ездить на Porsche. Знаешь ли ты таких адвокатов, которые... Да. Мгм. Именно поэтому ты создал свою компанию. Создал я свою компанию, потому что не нашел партнеров, с которыми мог бы создать партнерское общество. Сколько у тебя сейчас помощниц? Секретарь, 2 помощников и адвокат. Ну, в смысле, адвокат еще одна. И все равно не хватает времени. Конечно. Несмотря на то, что ты делегировал это все. Будем расширяться 100%. Только самое тяжелое в этой работе – это поиск квалифицированного нормального человека. Это очень тяжело. Ответственного, пунктуального. Потому что я-то думал, что ты сам просто сидишь в офисе где-то в Прушкове или в Рамбертове, а я пришел в центре города, в это прекрасное историческое здание с прекрасным подъездом. Меня встретила твоя секретарша, предложила кофе. На ведение моего дела я ходил с твоей помощницей. Юлией. Да, это удивительно просто. Я понял, что Самое ты не главное, самый никакое простой здание, человек. никакой офис, никакой стол. Самое главное, к кому ты идешь. Ведь до этого мы были на Макотове, до этого мы были на Познанской в центре. Это не имеет значения. Главное, что за человек. Где учиться на адвоката? Вот если я хочу стать адвокатом, мне хватит времени? Да, тебе хватит времени. Это Сначала надо- нужно окончить высшее учебное заведение, 5-летку. Это тут. Да, здесь. Ага. Защититься, получить диплом магистра, а после этого пройти вступительный экзамен в адвокатуру либо в юрисконсульты, потому что в Польше есть юрисконсульты и адвокатура. Там 3 годика, нужно каждый год сдавать экзамены, платить много денег в адвокатуру, либо немного, но платить нужно будет. И после этого получить доступ к тому, чтобы сдать экзамен на адвоката. Мы это вырежем. То, по сути, ты тратишь около 9 лет своей жизни на это все, Чтобы начать зарабатывать. чтобы получить титул адвоката. А когда ты понял, что ты хочешь стать адвокатом? Что произошло в твоей жизни? Я с самых своих маленьких годиков хотел в жизни справедливости. Поэтому у нас были частые ссоры там, с родителями, еще чего-то. И так вышло, что единственным факультетом, на который у меня хватало мозгов, это было право. К сожалению, мой отец инженер, мой брат занимается IT-технологиями. У меня нету ни того, ни другого в голове. Поэтому, как самой глупой в семье, меня отправили на факультет права. А можно ли сказать так, что в Польше, как в Америке, к примеру, там хорошо зарабатывают дантисты и хорошо самые большие деньги зарабатывают адвокаты? Можно ли сказать это про Польшу? Возможно, да. Мгм. Не забываем еще про IT-сектор. Так, и сейчас вопросы от наших приписчиков. Как мы обещали, самый интересный вопрос. Кто выиграет, по мнению Андрея, то получите бесплатную консультацию по вашему вопросу, если вам действительно это важно и нужно. Зачитываю, как они были вами написаны, без цензуры. Николай из Чернигова.
А если прижениться к старой полячке ради паспорта и хаты, а потом развестись, может ли она лишить меня паспорта? То есть к тому, к чему стремился целых 3 месяца. Не, хороший Составлял вопрос. вообще. Хороший вопрос. Я считаю, очень правильно, что вы задали, только нужно понять еще одну вещь. Не паспорт, а гражданство. Паспорт – это бумажка. Ее можно выкинуть, спалить, и так можно получить новую. Поэтому говорим о гражданстве. Дорога к гражданству на основании пребывания с гражданкой Польши в браке очень долгая. Это непросто. Сначала нужно получить ВМЖ, потом, то есть сначала нужно получить разрешение на проживание, Сколько ему придется с потом этой женщиной? разрешение на постоянное проживание, а потом только гражданство. Соответственно, такой период порядка 8-9 лет тоже нужно будет пробыть с ней. И спать же надо будет в одной постели. Желательно да, потому что в ситуации получения разрешения на временное проживание орган проводит проверку данного супружеского брака. То есть сначала вызывает жену отдачу показаний, потом супруга. Понятное дело, в разных воеводствах по-разному проводят данное административное производство. Но там спрашивают такие вопросы, как какого цвета у вас тарелки, что она любит есть на завтрак, как зовут маму, папу, когда день рождения у дедушки. Если речь про лишение паспорта, то это уже невозможно. Когда ты уже прошел свой путь на временном разрешении на проживание, потом получил разрешение на постоянное проживание, и потом подался на признание тебя гражданином Польши, то уже ничего с этим не Все, сделаешь. она уже не сможет на себя сказать, что Разве ты что. нашел другую маргажату. И... Да, разве что в заявке на получение гражданства ты указал ложную информацию. Ага. Тогда есть основания для отмены гражданства в особых случаях. Но то, что он говорит, это имеет место в случае разрешения на постоянное проживание. Ага. Когда уже с ней там потусил, пожил, поработал, получил разрешение на постоянку бессрочную и развелся в сроке до 2 лет от получения разрешения на постоянное проживание, то можно отменить твое разрешение. Она же будет тебя шантажировать, брат. Куда ты лезешь? Не лезь туда, она будет. А есть вообще такой бизнес в Польше именно фиктивный? Слышал. Окей. Максимка из Урсуса пишет, 18 лет. Чем таким, наверное, только закончил школу, чем таким заниматься в Польше, чтобы не присесть? Ничем лично. Извиняюсь, телефон. Еще вот он еще пишет, я не знаю, кто вообще задавал эти вопросы. Есть 2 стула. На какой присесть? Странно. А тот, на котором удобно сидеть. Так, ребята, вы, конечно, пишете. Он не выиграет конкурс. 100%. Там он еще написал, Максим, все, ты прилетаешь. Давай. Человек с ником Северная Корея пишет. Запиши видео, как фирмы платят рабам зарплату на карту за вынаем самохода и чем это чревато. Ты знаешь эту тему? Да, я знаю эту тему. Они в такой способ пытаются снизить количество уплачиваемых налогов, не регистрировать человека с ЗУСом, не трудоустраивать его и снять с себя с ответственности. Только маленький нюанс. Мы должны понимать, что когда нам платят за аренду машины, мы эту машину, по сути, сдаем типа фирме. Да? То есть мы, по сути, ведем хозяйственную деятельность. И нужно понимать, что в конце концов к нам может прийти налоговая и спросить, а почему вы не регистрируете ваших налоговых, почему у вас нет деятельности зарегистрированы, почему не оплачиваете налоги? Потому что данный способ... А он скажет, а чего мне выплачивают? Вы смотрите, какие цены. Ну, значит, получит статью, налоги и прочее. Пока никому не приходили, поэтому можно заниматься. К сожалению, проблематика Польши в том, что слишком много всего происходит. Слишком мало людей работает в органах, чтобы всех подряд шерстить. До какой суммы в месяц тебе на карту может приходить деньги от непонятных людей, чтобы тобой не заинтересовались? Нет такого. Может прийти 10 злотых и придут поставить тебе статью. Потому что кого-то обманули и пораскидывали по десятке, по 10 счетам. Например, пошел на Binance сделал P2P, согласился, что тебе прилетит с другого банковского счета. Я недавно делал. Тебе прилетела десятка, а за десяткой тебе прилетела сразу блокировка. У меня же видно, от какого блика мне приходило. Ну видишь, да? То есть я что тебе это дает? Это Асхабов Магомедович. Там было, кстати. А эти деньги были украдены. И тебе, по сути, перенаправили краденые. И мне, получается, надо будет... Ты об этом не знал? Яцеку отдать. И тебе не отдать, ты получишь статью 286 по мошенничеству. Это будет пособничество мошенничества. А какая минималка, с которой не платят налоги в Польше? Она подвязана под минимальную заработную плату. Если я не ошибаюсь, должен был бы это проверить. Половина минимальной заработной платы, если получаешь меньше, до половины минимальной заработной платы, то ты ведешь нерегистрированную хозяйственную деятельность, и у тебя нет обязательства ее регистрировать. Но это тематика, на которую я не могу предоставить точный ответ сейчас. Окей. Пишет
Квад. Использование перцового баллона. В каких случаях можно и сколько камер 360 должны это снимать? Перцовый баллон используется с целью самозащиты. Соответственно, для самозащиты необходимы условия, чтобы самозащититься. То есть ты должен понимать, что в данной ситуации тебе прилетит. Есть судебные решения, которые говорят, что тебе не нужно ждать, пока тебя начнут бить. Ты уже можешь превентивно действовать. Но мы должны понимать, что принимает решение суд. Суд — это человек. Очень важны потом разные нюансы, кто что сказал, кто что сделал, потому лучше к таким ситуациям не приходить, понятное дело. Но если такая ситуация произошла, желательно, конечно же, иметь на это видеозапись, аудиозапись и дублировать. Вот, допустим, сейчас нас снимают, правильно, есть микрофон, но может у тебя микрофон сломался, у меня всегда есть свой диктофон, правда, который сейчас все снимает и слушает, чтобы я потом знал, что рассказал, правда. Это профессионал. Но это бизнес. Это не только бизнес, это моя жизнь. Соответственно, нужно понимать, что можно использовать перцовый баллон. Должна быть ситуация, которая есть непосредственно угроза твоей жизни, либо здоровью, либо добру. Ну, то есть кто-то валит тебя по машине молотком. То есть ты советуешь именно ставить видеорегистратор? В обязательном порядке. И дублировать его, потому что видеорегистратор может не записать, аудио может не записать, его могут уничтожить и так далее. Понятное дело, всегда тебе могут дать превышение самозащиты. Всегда могут дать тебе такое подозрение. Слушай, ну после чего? Ну смотри, так как мы с тобой познакомились в боксерском зале, да, и ты, кстати, скоро будет у нас, по-моему, сегодня или завтра соревнования, я на них не заявился, потому что наш тренер сказал, что лучше не надо, потому что мне кассу разворотят в радиусе там 1 километра. Но ты-то заявился, кстати, как официальный партнер этого мероприятия. Как спонсор. Благодаря тому, что наши ребята занимаются спортом, а не выплатой бликов с банкомата, меньше преступлений, поэтому я поддерживаю. Ты спорт. Святой человек. Неправда. Святой человек. Святой человек. Все наши, все имеют право наши. Окей, хорошо. Давай представим такую ситуацию, что ко мне сел, вот, кстати, человек тоже пишет. Давай представим такую ситуацию, что сел человек, начинает бузить, там, или 2, или 3 человека поломали мое имущество, хотели в мою машину в-6 сесть, а я им сказал, я вас не повезу, потом кто-то мне прилетел еще в голову, да. Это основание для того, чтобы пойти в суд? Конечно. Снимаешь регистратор, берешь в руку, берешь газовый баллончик, параллельно звонишь на 112. Я могу даже не использовать этот газовый баллончик? Или мне обязательно использовать? Как желаешь, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь. Чувствуешь, что есть угроза твоей жизни либо здоровью, используй. То есть в этом случае я прав? Будешь ли ты прав или нет, будет решать суд. Ага, хорошо. А если, к примеру, возле Бедроньки я встретил бича, который ко мне начал домогаться, или к моей девушке, и я уже понимаю, что словами не решить вопрос, и я начинаю использовать то, чему нас учил тренер, то что тогда? И я ему нанес какие-то повреждения, но я же себя защищал. Будет оцениваться судом, насколько твоя защита была правомерна и пропорциональна к угрозе, которую он представлял собой. Если он один был, и я ему сломаю челюсть или там какой-то то это может быть превышение, к сожалению. А если их 3 было, а я один? Я всех положил. И один умер, допустим. Может быть превышение. Далее может быть превышение самозащиты. То есть, по сути, я никак не могу себя... Желательно избегать таких ситуаций всячески. Лучше бежать, научиться бегать. К сожалению, в данной стране всегда могут дать тебе подозрение в совершении преступления. В данной стране, к сожалению, могут тебе не поверить. И не поверить в свои мотивы. И вынести решение согласно собранного материала. Если не хотят платить наличные, приложения тоже не компенсируют. Что можно сделать в такой ситуации? Полиция, суды за 10-30 злотых не предлагать. Не работай в такси. Загрязнение салона, отказ компенсации пассажиров. Если не предлагает полиция, суды, тогда не работай в такси. Вопрос не ко мне. Я понял. Перевозишь собак, твои проблемы. Окей. Всегда нужно понимать, что в случае, если мы не хотим заниматься ничем, что в правовом порядке может помочь, тогда используйте неправовые меры. Но это уже никому. А взыскание долга коллекторами? Отлично, только нужно понять, как это все делать, тоже процедура маленькая. Ты же передаешь кому, это же там выбивает дверь не ты. Нет, так не работает. Это же все работает на основании решения суда. У нас есть пассажир. Пассажир проходит по Uber приложению, правильно? То есть какие-то личные данные. Подается ходатайство к Uber к получению его личных данных, включая его адрес, либо еще другие. После этого подается досудебный иск о взыскании такой-то суммы в связи с порчей имущества. После этого, как человека находят, ему доручают иск. Суд выносит решение, человек его оспаривает, либо не оспаривает. Если суд вынес решение на нашу пользу, оно вступило в силу, мы с этим решением идем к судебному приставу. Судебный пристав, согласно нашего ходатайства, выполняет поиск всего имущества, движимого и недвижимого, в том числе банковских счетов, конфисковывает необходимую сумму, тебе передает, на этом все. Так что ты, пассажир, который не платил мне 30 злотых, можешь лишиться своего телевизора.
И стиральные машины. При условии, что он находится в Польше, что у него есть деньги на банковском счету, что у него есть Я у имущество. тебя, ты будешь иметь дело с моим номером, я у тебя отберу все. Окей, Дмитрий Залашевский пишет. Чем чревато использование обычной страховки не такси в случае серьезного ДТП во время перевозки пассажира и на какую бутылку после этого предложат присесть копы? Пивную из-под шампанского или... Страховка не имеет никакого значения по уголовному производству в данной ситуации. Нужно понимать, что в случае, если пассажиры получат повреждения, то твоя личная страховка ОЦ, не для такси, не покроет этого ущерба. И по сути ты просто попадешь на большие бабки. Хорошо, я должен буду сам со своего кармана выплачивать за лечение человеку? Если так будет и будет признана твоя вина, то да. Я Но даже если не ситуацию будет понял. признана вина, да. Да. Я понял. Хорошо. А полицейский-то уже по-другому совсем. Это не имеет никакого значения к страховке. Если пассажир испачкал и повредил автомобиль, как правильно действовать, чтобы привлечь его к ответственности и возместить причиненный ущерб в рамках закона? Звонить на 112, регистрировать заявление, либо подать даже письменное заявление в сторону полиции, прокуратуры, указать все данные, пускай они устанавливают. То есть, короче, если какие-то проблемы, ты звонишь 112, ждешь Рассказывай, 4 часа. Нет, главное зарегистрировать заявление, правда? А потом можно будет подъехать в полицию, пускай описывают, пускай подают заявление. Понятное дело, в полиции как все работает. Ты приходишь, и тебя сбывают. Потому что таких, как ты, миллион. Придешь с какой-то фигней, так будешь сидеть там 8 часов, пока тебя примут. Потому я считаю одним из простых вариантов решения данного вопроса выполнить фото-видеофиксацию, получить фактуру на стирку, все направить в прокуратуру и пускай занимаются. Понятное дело, они могут отказать, потому что это гражданское дело. Но в то же время есть порча имущества в кодексе выкручень. Это кодекс правонарушений. Поэтому всегда могут на этом основании вести дело. А нам-то что? Вы и так этих денег не увидели бы, правильно? А так хотя бы попробуйте это сделать. Что вам стоит создать себе бланк такого извещения в полицию, выполнить фотокопию, постирать, получить чек, отправить это в полицию, пускай занимаются. Самому не обязательно. А зачем? Я понял. Второе. Как не вынести сани, остаться культурным белорусиком, все сделать по закону? Знаю, что если обсираться в машине это и рыгать нельзя, это мандат. Верно, порча имущества. Можно вызвать полицию, дождаться. Тот же самый вопрос, что до этого. Если нет возможности ждать, тогда фото-видеофиксация, подавать заявление и ждать, пока что-либо с этим сделают. Какие документы вправе требовать водителя такси полицейские и стражи местные? Слышал от коллеги, что просили показать умову лицензию, не уверен, что мы обязаны возить с собой такой документ. Не видел бы оснований требовать умову лицензии, то есть договор подряда. Но они это вообще уже все спрашивают, и одно, второе, третье, а ты им говоришь, а ты свою умову лицензию. Но вот что нереально, вот они могут все у тебя попробовать, чтобы ты им выложил все, проверить твои карманы и все остальное. Имеют право просить документы, подтверждающие собственность на автомобиль, имеют право просить документы, необходимые для осуществления пассажирских перевозок, имеют право просить документы, связанные с законом про иностранцев, то есть на каком основании прибываем, виза, если виза, то что-либо другое. Но обычно, когда у нас дела уже переходят в область миграционного права, то они звонят погранцы тебе вбивают в базу, проверяют, им по телефону отвечают, забирать его или не забирать. То есть, в общем, полицейские могут практически все в этой стране. Ну, да? практически, Мне недавно машину аннулировали техпаспорт, потому что мы видели дырочку на пороге. Ну, у нас просто в нашей стране такого нет. Это все равно моих видео посмотрят. Здислав Якобанчук пишет. Про ИП интересно для таксовки. Какую форму лучше выбрать и можно ли открывать, если ты из Республики Беларусь, про какую форму налога, как выбрать? Мне кажется, что это немножко не тебе. Некомпетентен, нужно обратиться к налоговикам. Конечно же, индивидуальное предпринимательство является лучшей формой для ведения микробизнеса. Может ли Беларусь открыть... Ему же нужно, он просто по рабочей визе же не может открыть, правильно? Нет, нужно иметь особые условия выполнять, чтобы открыть ИП. Я понял. В общем, этот вопрос Здислав, это, наверное, поляк. Поляки смотрят. Необходимо обращаться к налоговой конторе. Да можешь обращаться ко мне, я все открою, сделаю. Я знаю там людей. Могу пролистать ссылку. Как списывать налог на топливо, детали? Ну, это, наверное... Обращаться нужно к налоговым экспертам, бухгалтерам. Человек просто, наверное, ездит к колхозникам на гмины, там сливает топливо, и по таблетке заправляется, как в наших странах. Хорошо. Саша Степанюк, Познань. Доброго дня. Ви крали всі документи в Познані, в поліції був, одразу що робити, дали резерв, не оновив. Який выход є? Просто про... Я понял, в чем вопрос. Резерв — это, скорее всего, обязанность украинских граждан регистрироваться в программе «Резерв плюс», которая, не знаю, каким образом касается кражи документов, но тем не менее. Если украли документы, необходимо как можно быстрее позвонить в банк и заблокировать номер ПЭСЛ, заблокировать
паспорт и заблокировать карту побыту, если она в банке зарегистрирована. Ага. В таком случае никакие банковские операции по всем банкам не пройдут с этими документами. Потом сразу же известить письменно миграционное управление о потере карты и полицию о краже. Мгм. И делать Но- новые документы. Конечно, жаль, что человек потерял документы, потому что это очень жестко, там не Всегда прав, тяжело. ничего вообще. Как это восстановиться, ты же не можешь сам себе паспорт напечатать, особенно если ты не можешь вернуться в страну. Очень жестко, поэтому все свои лучше носите сумку, вот такую бечевку, как у меня, чтобы не забывать нигде. Либо в сейфе. Да. А можно ли получить международную защиту, если, допустим, потерял работу и остаешься нелегально в стране? Да, можно. Потеря работы не означает отсутствие возможности подачи заявки на международную защиту. Будучи нелегалом, тоже имеешь право получить международную защиту. Но помните, что даже если вы нелегально пребываете на территории Польши, есть еще другие способы узаконивания перебывания. Если вы ведете семейную жизнь, у вас есть ребенок, вы случайно оказались нелегалом, так тоже происходит, то вы можете узаконить свое пребывание на основании пребывания с семьей, женой, ребенком и так далее. И не обязательно идти сдаваться в международную защиту. Май Кафе этот задал вопрос. И вопрос задает Роман Гаран, ну, где-то из Индии. Можно ли подать на гражданство, имея карту резидента 3 года и не имея актуального загранпаспорта? Актуального, то есть действительного. Если нет действительного паспорта, мы не можем подтвердить личность. Соответственно, мы можем подать заявление, но оно будет оставлено без рассмотрения в связи с отсутствием оригинала паспорта. Ну, это индийский вопрос, поэтому, в принципе, понятно. Хорошо. Как ты считаешь, какой из этих вопросов тебе больше всего понравился и какой был больше всего интересен? Я считаю вопрос про газовый баллончик Ага. довольно-таки хороший, потому что человек хотя бы пытается думать, прежде чем делать. Поэтому он получает от меня бесплатную консультацию. Он может рассчитывать на... Да. Окей. Всем спасибо большое за ваши вопросы. Что бы ты хотел нашим зрителям добавить, сказать от себя? Всегда думайте, прежде чем что-либо подписывать. Всегда получайте копию документов, которые подписываете. Всегда подумайте, не позвонить ли другу, брату, юристу, адвокату, прежде чем совершать какие-либо действия. Оценивайте правильно риски. Это ваша жизнь. Одно неправильное движение, один неправильный документ, и у вас будет работа на ближайшие пару лет. А возможно, вам придется покинуть данную страну. Зачем рисковать? Думайте. Ой, большое тебе спасибо, Андрей. Кстати, ребята, напишите, если вам понравилась эта рубрика, если у вас есть дополнительные вопросы, напишите их под этим видео в комментариях, и мы еще раз встретимся с Андреем, зададим ваши вопросы, и новый зритель сможет выиграть себе бесплатную консультацию у прекрасного Андрея-специалиста. Спасибо большое, что смотрели, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки, и до новых встреч. И я очень надеюсь, что вам никогда не придется обращаться к Андрею за его услугами, но всегда лучше всего его телефон, который будет у нас в первом комментарии к ролику, в описании. Лучше всего просто запишите в телефонную книгу, потому что может произойти такая жизнь, такая непредсказуемая штука, может произойти такое, что вам все-таки понадобится помощь. И Андрей, либо кто-то из его партнеров, который с ним работает, приедет к вам на помощь и вас действительно спасет, как это было у меня, кстати. Спасибо большое. На Да. связи будем Да. и до следующего ролика. Окей.